Это Дима в своем привычном состоянии. Да, он летит, а если быть точнее, парит. И как вы можете заметить, парит он не в небе, а в закрытой колбе, точнее в трубе, в аэротрубе. А это я, тоже обожаю тут побарахтаться, прям как ребенок, ей-богу. А это Москва, не только мать городов русских, а еще и мать аэротруб русских. Бытует мнение, что это самый напичканный аэротрубами город в мире. Только представьте, в Москве находится аж вот такое количество труб. И это только в Москве, не считая Подмосковья и уже тем более остальной части России. И все эти трубы доступны для вас прямо сейчас. Короче, за таким высоким количеством аэротруб всего лишь в одном городе кроется какой-то секретный компонент. И я решил, что его нужно найти. Поэтому в этом выпуске мы посетим все московские аэротрубы и ответим на вопрос, что это вообще такое, чем они друг от друга отличаются, зачем в них летают и сколько это вообще удовольствие стоит. Ну а в самом конце видоса мы еще и разыграем полет в этих самых аэротрубах. Так что устраивайтесь поудобнее, наконец-то выпуск из России. Начинаем. А начинаем мы с Москва-Сити. Полюбуйтесь, как тут красиво. Наконец-то мы, Дмитрий Юрьевич, дома. Наконец-то, ребят, самый родной, самый красивый. Вот, собственно, дворы, где мы выросли, но сейчас не об этом. Сегодня мы вам постараемся показать и рассказать, где вы со своей семьей, сами, возможно, со своими детьми сможете комфортно и с пользой провести время. Есть такая гипотеза, что Москва самый трубонаселенный город мира. Здесь очень много труб. Мы предлагаем вам вместе с нами прокатиться по всем. И для того, чтобы наш рассказ был не предвзятым, мы пообщаемся, во-первых, с обычными москвичами. Мы уже с ним познакомились, но ладно, на камеру я еще раз пожму тебе руку. Эдди. Очень приятно. Дима. Очень приятно. Вопрос сразу сходу. Ты когда-нибудь летал в аэротрубе? Нет. Прекрасно. Так, Это то, что нужно. А ты хочешь спрыгнуть с парашюта? Да, с удовольствием. С удовольствием. Ну, да. Отлично. Сегодня прохладно, а вот подготовку к прыжку и сказать первые ощущения, попробовать, как это вообще в аэродинамическом комплексе, мы сделать сможем. Мы сегодня проедемся по трубам. Мы вам покажем, что это такое. Мы пригласили нашего товарища. Он еще ни разу не был и не понимает, и не знает, что это такое. У него не было такого опыта. Короче, мы с Дмитрием Юрьевичем потерпели сокрушительное фиаско, пока писали эту подводку. Поэтому, чтобы у вас не было каши в голове, расскажу про нашу миссию за кадром. В общем, Эда мы взяли как независимого эксперта, который будет делиться с нами своими впечатлениями по ходу наших полетов. Чтобы сильно не травмировать его психику, мы решили поступательно посещать аэротрубы, от самых компактных до самых крупных. Ну и на десерт Эда ждет Big Boss в Чехове. Это, кстати, в Подмосковье. Помимо технических характеристик, мы еще попытаемся вам наглядно рассказать, почему аэротруба не просто спортивный тренажер, а еще и отличное место для проведения досуга, как семейного, так и просто компанейского. А для начала давайте расскажу вам, что такое аэротруба и как она устроена. Здесь все довольно просто. Аэротруба представляет собой особое сооружение в виде вертикальной просторной трубы, и в контуре этой колбы вмонтированы сверхмощные вентиляторы. Благодаря им внутри трубы создается воздушный поток, скорость движения воздуха в котором может составлять более 200 км в час. Заходим внутрь, ложимся на поток, он нас удерживает, и мы начинаем летать. Все прям как в настоящем небе. Не могу не отметить закономерную деталь. Чем больше сама колба, тем мощнее нужен аэропоток. Поэтому в совсем маленьких трубах используется всего пара вентиляторов, а в больших 4, 6, 8. Боюсь представить, сколько вентиляторов установлено в мировой рекордсменке в Абу-Даби. Мы эту трубу уже посещали. Если не смотрели выпуск, ссылочку оставил в описании. Теперь перемещаемся в открытую аэротрубу в Люблино. Называется она Аэропоток. Это, так скажем, начальный вариант в мире аэротруб. Работает она на дизельном двигателе с двумя вентиляторами, и поток, в отличие от взрослых труб, не замкнутый, а односторонний. Подобные трубы вы также можете посетить в авиапарке и на Курской. Высота 6 метров, а диаметр чуть больше 2. И сверху она расширяется, чтобы вы не смогли из нее вылететь. Идентичная ситуация в iFly, I Can Fly.
Так, ну что, пока мы вот добрались на другой конец Москвы, погода уже вся поменялась. Ну а вот твой первый опыт будет в этой трубе, посмотрим. Короче, все остальные трубы будут более комфортные, более теплые, более мягкие и по увеличению, по размеру. Но это такой, знаешь, курс молодого бойца, назовем это так, если ты понимаешь. Хочешь прыгнуть с парашютом? Люби саночки возить. Во-первых, это находится все на улице. То есть вот здесь вот какое-то есть Ангар. административное здание, так скажем. Вот. Я не уверен, что там можно будет посидеть и выпить кофейку, как это обычно в других трубах. Возможно, здесь есть другие плюсы. То есть там может быть цена, может быть качество потока, может быть просто хорошие люди здесь. Полет в данной трубе происходит следующим образом. В самом начале набирается группа. Всех предварительно отмечают, переодевают и довольно кратко, но очень емко инструктируют. Какой размер? Хороший. Размерчик, что надо. Сначала наш герой испытал некий конфуз. Чувствовалась легкая неуверенность, но он довольно быстро влился в суть происходящего. Думаю, это было связано с языковым барьером. Таз выдвигаем вперед. Корпус ровный, ручки вытягиваем вверх и немножко разводим по сторонам. А затем мы всей группой отправились в трубу. Сразу хочу отметить очень важную деталь. Если на улице холодно, летать в открытых трубах будет очень некомфортно. Нужно это понимать, чтобы сопли не отморозить. Короче, встречайте, первый полет Эда, ну а Дима нам покажет мастер-класс. As the competition, but if you go against me, you the opposition. But if you wanna test to look like you could close the distance, I'ma give it A forever since you're so persistent. With you, I'm just practicing, cause I'm back to back, let's get back to winning. As a matter of fact, I'm not that forgiving, cause you did this to yourself, that's a bad decision. I don't see no one in front of me, you is a ghost, you ain't got a soul. Whoa, always say that they gon' come for me, knowing they won't, they doing the most. Whoa, chasing my, gotta get already, not selling my, you on the, y'all moving, ready to go. Ребят, в системе эволюции труб это труба номер 1. Маленькая, компактная, с двумя дизельными двигателями. Там пахнет керосином или солярой. Ну, там можно летать. Это реально так. Она мобильная, ее можно взять, перевезти, поставить где угодно, в парке, в торговом центре, ну где хотите. И полет осуществить там реально можно. Там можно полетать. С точки зрения, наверное, каких-то спортивных амбиций и достижений комфорта, нет, но полетать там можно. Самое главное, что здесь работают очень хорошие люди. Мне понравилось тут абсолютно все, как встретили, проинструктировали, как сопровождали во время полета. Ну, на самом деле, все было шикарно. И это, ребят, эконом-класс. Если вы хотите полетать максимально экономичным классом, это не Emirates, но полетать здесь можно. Поэтому welcome. Все, что бы ты ни сказал, я полностью с тобой согласен. Да, подписывайся. Единственное, одну ремарочку хочу сделать, друзья. Вот мне показалось, что вот эти очень крутые лестницы, я уже не знаю. Зришь в корень. Значит, если стоять и смотреть на эту трубу, особенно зрители, родители, как правило, могут стоять, может стоять ребенок смотреть, то можно сделать шаг назад и просто оттуда упасть. Почему они их не закрывают, непонятно. Почему никто не упал, тоже непонятно. В любом случае, раз уж здесь это не предусмотрено, поэтому будьте внимательны, когда здесь будете, и старайтесь держаться подальше от края вот этой вот лестницы. Короче, в целом нам все понравилось, ставим зачет. Расскажи, твой первый полет вот здесь, как ощущения, как вообще? Но сначала мне страшно, конечно, но потом все пойдет как. Потом все. Короче, каждая следующая труба будет чуть-чуть больше размером, больше будет комфорта и больше тепла будет. Да, интересно. Поэтому молодец. Это был курс молодого бойца, ты его прошел достойно. На самом деле полетал ты неплохо для первого раза. Супер. Поехали в следующую. Итак, вопрос с мелкими аэротрубами мы закрыли. Теперь отправляемся на Курскую, в аэротрубу iFly, которая в диаметре составляет 2,5 метра. Это на 40 сантиметров больше предыдущих труб. На словах кажется, что не так уж и много, но на деле это довольно значительный прирост. Такие же по размеру трубы аэродинамика на 47-м километре МКАДа и летариум на Крылатской. Здесь контур трубы уже закрытый. Летать можно хоть в мороз, хоть в жару, а из-за электрической тяги двигателей поток стабильный и ровный. А в целом в закрытых трубах находиться довольно приятно. Значит, это у нас следующий претендент на тестирование. Труба чуть побольше, чуть получше.
Во всяком случае, мы на это очень сильно рассчитываем. И очень хочется, чтобы там было тепло, потому что мы очень замерзли. Процедуры везде примерно одинаковые. Сначала на сайте бронируем нужное нам время, затем являемся в трубу, подходим к стойке регистрации, подписываем документы о правилах безопасности, переодеваемся и проходим инструктаж. Если вы едете летать в такую трубу закрытую, где вам дают комбезы, я рекомендую взять с собой какое-то термобелье, потому что эта одежда широкая, на голое тело, как-то не гигиенично, а вот если вы переоденетесь в термобелье и оденетесь в этот комбез, вам будет максимально комфортно и удобно. Да, Дим? Да, правильно. Инструктор не даст соврать. Друзья, значит, здесь, конечно же, намного комфортнее, чем на предыдущей трубе. Чистенько и, самое главное, уютно. Вот, вообще ощущение вот этого уюта, оно здесь присутствует. Wi-Fi оказалось очень милое, уютное пространство. Смотрите, контроллер, сам по себе туалетный стакан, там вот дальше кафе. Мне нравится. Ставим пока что предварительно зачет. Оставайтесь с нами, не переключайтесь. Эдик, пойдем. Не могу не заметить следующий факт. Аэротруба является отличным местом для физического развития детей. И их присутствие в каждой только это подтверждает. Понравилось? Все, парни, Супер. заходим. Спасибо. В закрытых трубах рядом с трубой всегда есть тамбур. О, слушай, достаточно прикольная труба. Я не ожидал, что она такая классная. Давайте Эдуарда Первого. Да? А вы присаживайтесь пока. Спасибо. Прошу. Смотри, как классно тут. Прям. Все так как-то технологично. Загнали пацана. Такая, знаешь, на стенах вся черная. Уже после первого посещения аэротрубы наш Эд стал заметно увереннее и сознанием дела принялся осваивать азы скайдайва с более-менее правильным положением рук, ног и головы. А говорит это о том, что человек очень быстро приспосабливается к новым условиям, в которых он никогда в жизни до этого не был. А по своему опыту скажу, что ощущение полета – это невозможно с чем-то сравнить. Вероятно, наш Эд скромничает, но по его глазам видно, что он пребывает в тихом восторге от происходящего, но это не точно. Охуенная труба, вообще зачет. Люди хорошие, добрые, атмосфера уютная, вообще супер пиздата. И потом Хотите летать? да? И она кажется маленькой, на самом деле она достаточно, в принципе, для того, чтобы даже не Для просто... всего, для первого раза, для каких-то тренировок, вообще. Давай, пока у нас сейчас есть минутка тишины, поделись своим впечатлением относительно вот той трубы и этой. Намного лучше. Это намного лучше? Так, намного лучше, чем... Ну, теплее, да? Теплее, да. А вообще, там, по потоку что-то, какие ощущения у тебя есть? Еще красивее, чем там. Ну и инструкции тоже лучше. Мне получше показали. Слушай, ну здесь просто уютнее, согласись. Тут можно прям почилить, кофе попить, с девушкой прийти, например, самому. Девушки есть? Да, есть. Хотел спросить, белые? Белые? Ох, эти белые девчонки, будешь сказать. Ну что, теперь ты знаешь, куда свою девушку приводить. Но мы еще поедем в следующую трубу, она будет... В 2 раза больше. Там вообще... Там тоже будет очень тепло, как ты любишь. Ну и, в общем-то, у тебя уже опыта гораздо больше, чем сегодня было утром. Давай. Короче, переключаемся и едем на метро. Ну, как машине. обычно. Нет. Ну, Можно да. было на самокатах, конечно, но что-то Поедем. прохладно сегодня. Поедем на метро. Мы с Дмитрием Юрьевичем решили вспомнить бурную молодость, поэтому взяли с собой нашего испытуемого, камеру и отправились в следующую нашу локацию на метро, попутно вдохновляясь московскими урбан-пейзажами. А еще, друзья, пока вы не переключились и не перемотали, как некоторые из вас это делают, я предлагаю, просто настаиваю на то, что обязательно подпишитесь на все каналы, вот, которые мы здесь внизу указали ссылки, потому что Туда. времена разные могут быть. Вот, и Чтобы не непонятно. потеряться, чтобы оставаться вместе. Да, там есть Дзен, обязательно ВК, что там еще? Вся херня, Ну, короче. Телеграм, естественно. Вот. А там дальше уже посмотрим, что из этого продолжит существование, а что и нет. Слушай, давай на 2 секунды остановимся и выясним. Слушай, ну ты из Африки, не из Южной, из Центральной. Набрал на несколько вот это часов.
Раз в жизни набрать такие эмоции. Непонятно, но очень интересно. Слушай, ну а у вас какой родной язык? У нас французский и арабский. Для тебя какой самый легкий или самый, скажем, родной, на котором ты бы хотел постоянно разговаривать? На французском. Серьезно? Да. Блин, ты просто француз. Короче, ладно, рассказывай. Ты из Чада, правильно? Что там, как дела вообще в Чаде? Но прям сейчас не очень. Да. Почему? А вкусная точка есть там? Надо признать, что в Москве метро – это отдельный мир со своей архитектурой и историей. Не уверен, что подобное есть еще где-то. Будете в Нью-Йорке, загляните обязательно в местный Subway. Ну и что называется, почувствуйте разницу. Ты как, на метро добираешься? На работу, да? Нет, на машине. На машине? На каршере? Нет, у меня своя машина. А, у тебя своя машина? Нормально ты зарабатываешь? А ты случайно в своей стране не принц? Смотрели «Поездка в Америку»? Хороший фильм с Эдди Мерфи. Ты работаешь курьером. Сколько зарабатываешь? 60 тысяч. 50. Ну шикарно. В принципе, нормально. Да, для студента. Вообще кайф. Вот. А потом девушка своя переедет. Нормально. Или займется нормальным делом. Качественным стриптизом. Вот, только хотел сказать. Французским. Слушай, мне нравится, в метро идешь. А мне даже запах нравится. Вот он, прикинь, не изменился с детства. Да. Вообще никак. Все знает. К Курскому вокзалу и второму диаметру. Слушай, а если у тебя девушка здесь, Москва, женишься на ней, бросишь корни здесь, может, ты не поедешь обратно к себе на родину? Или ты ее с собой заберешь? Ну, Как вариант. Так и получается. Если что-то тут по-хорошему найду, то тут останусь. А повезешь их к себе? Ну да. Показать семью, да? Это моя девушка. Очень красивая у тебя девушка. Очень красивая, да. Подожди, а ты? Да. А она москвичка? Слушай, так у тебя и машина хорошая. Вот видите, друзья, приехал в Москву, купил себе тачку. А она какой национальности? Армянин. Армянка. Давно с ней? Да. Уже 3 месяца. Ой, ну это ты прям затянул что-то. Итак, следующая локация – это, так скажем, наша домашняя аэротруба «Вакуум», которую мы очень любим. И, кстати, человек, который ее построил, наш очень хороший друг, тоже Андрей. И он даже снимался в наших африканских выпусках. Находится она в парке Сокольники. Здесь уже ширина полетного стакана 3 метра. Это более чем достаточно для кайфовых тренировок и просто классного времяпровождения. Сейчас Дима вам про нее все расскажет. Так, ну здесь обзорчик я доверю Диме. Давай, Диман, рассказывай, как здесь все. Здесь все очень круто. Пойдем. Это моя любимая труба. Самая моя любимая, посмотрите, такой стеклянный тамбур, вообще офигительно. Вот там, вот смотри, вот такие космонавты. Сейчас я их покажу поближе. Короче, вакуум. И этим все сказано. Девчат, привет. Это Саша. Она тут самая главная. Привет, Саша. Привет. Вот эти прекрасные люди, это талисманы нашей трубы. Очень крутые комбинезоны, противоперегрузочные и спасательные. Максим, иди сюда. Привет. Привет. Короче, смотри, вот, Эдик. Покатаешь его 5 минут? Конечно. Спасибо. Макс Киселев, мой друг. Все, пока. Вот, собственно, такая труба. Очень уютная. С красивым дизайном. Тут, значит, люди оформляются, заполняют. Здесь могут просто посидеть, подождать. Сразу вы попадаете сюда. Это раздевалка. Здесь есть комбинезон для перворазников. Шкафчики, где можно оставить свои вещи. Все очень классно, уютненько переодеться. И теперь прошу всех со мной наверх. А наверху вот такая красота. Супер уютное кафе со столиками, с диванчиками. Ну и, конечно же, сама труба. Как вы видите, она не очень большая, но здесь все помещается. Здесь можно летать все, что угодно. А также, вот смотри, господин Панжиков поставил здесь вот этот симулятор. Он, Я ни разу не видел, что он вообще. Слушай, я на нем один раз прокатился, для меня он был очень сложный. Вроде как его перенастроили, но ну типа сложновато на нем, короче, как-то я прям не смог. Вот такая красивая, чистая, аккуратная труба диаметром 3 метра. Это немало. Этого достаточно, чтобы потренировать многое.
Опытным путем мы выяснили, что можно научиться летать без присутствия в стакане инструктора всего за 3 подхода. Естественно, это пока простой полет на животе, и до Диминых навыков, который провел там полжизни, все еще далеко. Но вы посмотрите, какой результат. Наш простой московский Эд летает самостоятельно, у него все получается. Давай, подожди, стой, снимай. Ну чё, рассказывай, как тебе эта труба? Это уже, как опытный человек, можно сказать. Ну, вот видишь, как опытный человек. Вот, это неплохо, конечно. Да, ну слушай, хороший, да? Да, хороший, да. Удобно, нормально. Ну ты уже, смотрю, такой прям... Ты прям очень уверенно летаешь. Ну да. Эд налетал около получаса, спасибо. Слушай, ну чё, круто. Ну и в порядке возрастания мы отправляемся в самую здоровую аэротрубу, которая все еще в Москве. Территориально она расположена в Люблино и называется Flow. По сравнению с остальными московскими трубами она просто монстр. Ширина полетного стакана аж 4,5 метра, а его высота 19. Настолько высоко, что даже немного страшно. Стакан настолько здоровый, что туда может забуриться целый табор. И спокойно летать, не доставляя друг другу неудобств. Это конкретно тот случай, когда больше и не нужно. Ну чё, ребят, Все, мы уже переоделись у нас Мы в комбезы. и сейчас покажем Небольшой обзорчик, обзор. просто чтобы не потеряться. перед вами ресепшн, здесь вот магазинчик, цветы, туда дальше волна, в трубу наверх. Большое пространство, огромное. Знаешь, мне кажется, изначально здесь было запланировано гораздо больше всяких активностей. Смотри, вот волна. Ой, ее включили, она только что не работала. Супер. Смотри, вот здесь прям можно поплавать, потусить. Прям, пожалуйста. Может быть, когда-нибудь в другой раз мы попробуем эту штуку. Здравствуйте. Пожалуйста, проходите. Ну, смотри, вот место, да, место, по-моему, прям чересчур. Очень просторно. Это, конечно же, с одной стороны хорошо. Слушай, ну здесь проходят чемпионаты России, извини, тут столько народу приезжает. Вот, а так вообще для меня слишком много места. Но зато как-то просторно, офигенно. Много это немало. Много, немало, а вот наши друзья. Труба высокая. Ну чё, Да вроде как все показали. такой гайд по Flow Moscow. Чуть подробнее дальше. Что скажешь? Что с Диманом классно, так это то, что летать с ним можно не только продуктивно, но еще и ржачно. А что касается трубы, ну что здесь скажешь, это кайф. Чисто, светло, комфортно. И уж поверьте, это очень приятный ценник за такую трубу. Мне кажется, даже в мире дешевле и нет нигде. А тем временем наш Эд уже начал нас расспрашивать, как же ему стать скайдайвером. Мы вам это обязательно расскажем, но попозже. Гуляй, душа! Гуляй, рванина! Есть где разгуляться, блядь! Ну и на сладкое финальный босс на 59-м километре Симферопольки. Аэротруба Free-Zone. По сути, ничего нового я про нее вам и не расскажу. Разве что в Москве и Московской области она является мамой всех аэротруб. Ну или папой, это уж вы сами решайте. Ширина полетного стакана уже целых 5 метров. Это на полметра больше, чем во Flow. Там так же, как и во Flow, есть искусственная волна. Ну и вторая аэротруба поменьше, диаметром 3,6 метра. Что как бы тоже ни хера себе. Опа! Это тоже Барсик. Барсик. Знакомый кошара? Да, он тут, мне кажется, наваливает всем. Так, ну что, здесь кафеха. Нормально. Ресепшн. Здравствуйте, девушки. Пойдем наверх, поднимемся. Самое такое кайфовое, да, место из тех, которых мы посещали. Маленькая труба, но мы пойдем в другую. Мы идем вот сюда, чуть дальше, в самую большую трубу, как вам и обещали. Короче, мы находимся в центре управления полетами. Вот, это контроллерский пульт. Здесь сидит контроллер, диспетчер, руководитель полетов. Он, значит, тут все отслеживает. У него тут расписание, параметры работы трубы. Вот, и, собственно, полетная зона. Ну, тут, как в театре такой сидишь. Старт, стоп, вот так включается труба. Я когда-то работал в этой трубе инструктором. Однажды пришла женщина, одна. И она так переживала и боялась. И я такой говорю, да вы не переживайте, я вас буду всегда держать, я вам вообще помогу, все будет отлично. А вот эта труба включается, знаешь как? Ты нажимаешь старт, вот типа положение, видишь, резец. И вот если ее поставить вот так на максимум и нажать старт, она включится, начнется запускаться на максимум. И, короче, я ей говорю, вы летаете одна, ни о чем не думайте, ничего не переживайте, все будет классненько. Мы никуда не торопимся, мы сейчас зайдем, ляжем на сеточку. Труба начнет работать медленно, по чуть-чуть, прохладный, приятный воздух, мягкий поток начнет вас поднимать. Она такая, ну все, я вам доверяю, заходит, ложится на сетку, короче.
А до этого летали чуваки на 100%, ну не на 100, на 95%, прикинь. Женщина лежит на сетке. И я ему говорю, только плавно только включай. Он такой, окей. Она лежит, я стою перед ней, она лежит на сетке. Он нажимает старт, а тут, видишь, сейчас на компьютере, а раньше был планшет. И он такой, типа, нажимает старт и начинает искать планшет, чтобы записать время. Такой, вот прям вот так отворачивается вот сюда. И я такой перед ней говорю, вот. И вдруг я понимаю по скорости, ну я прям понимаю, что это не то, что я просил. Она такая, вот, поток пошел. Я такой, ебать. Я прыгаю, хочу ее задержать, на спину руку, но она вот выскальзывает. И знаешь что? Вот отсюда она просто ухуяривает туда, в крышу. Я стою, меня стоя поднимает. И я, знаешь, ничем не смог ей сказать, как подбородок, блядь, выше и улыбнись. А она оттуда сверху такая, бля. Такая была история. Ну что, погнали? Полетай в таких здоровенных аэротрубах, тем более за такой низкий ценник, привилегия, которая, думаю, доступна только у нас, в России. Поэтому как же классно, что эта возможность у нас вообще есть. В заключение хочу сказать, что я никому эти аэротрубы не навязываю и уж тем более не продаю. Я просто хочу с вами поделиться хотя бы частицей этого сумасшедшего скайдайв мира. Ну и чтобы не быть голословным, я готов подарить полет в аэротрубе 10 подписчикам, которые оставят комментарий под этим видео. Ну а лайк, если информация для вас оказалась полезной. Розыгрыш проведем в моей телеге через 2 недели, ссылка в описании. Теперь, что касается темы этого выпуска. Сказать, что это занятие для всех, я не могу. В то же время я хочу отметить, что это не свойственная для человека возможность летать или хотя бы ощущать полет. У многих из нас находится прямо под носом, поэтому не упускайте ее.